Привет! А что если вместо последнего айфона взять Galaxy 3 Fold? Вообще я яблочник со стажем. У меня много айфонов, я на них давно, я к ним привык, у меня даже есть экосистема. Но может быть, стоит посмотреть, а что там на Android? Если вы также задавались этим вопросом, подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. Будет интересно. В этой серии роликов я не претендую на какую-то глубокую экспертизу и аналитику этого устройства. Для этого есть блогеры по Android. Скорее я расскажу о переходе на Android глазами яблочника. И сейчас у меня в руках то устройство, которое Apple, наверное, не сделает вообще никогда. Это смартфон и планшет. Два в одном. Да, это вообще небольшой Fold. Запустив приложение на маленьком экране, оно не разворачивается, а выгружается из памяти, если развернуть экран. Так что начать игру и продолжить, развернув его, у вас не выйдет. Почему-то о таком маленьком нюансе не рассказывали блогеры по Android, да и сама Samsung, хотя, на мой взгляд, это крайне важно. Например, я захотел установить обои и начать все это с внешнего экрана. Они у меня предусмотрительно, конечно, заточены под размер планшета, но применив ко всем экранам, эти обои вообще не переместились на внутреннюю часть. И это странно. С другой стороны, может быть не смартфон и большой смартфон, а смартфон и планшет — это как раз вот то, что меня действительно удивит. И спойлер, это действительно удобно. Но вначале для перехода нам нужно, конечно, перенести информацию с айфона на Android. Для этого на айфоне мы идем в настройки, основные, перенос и сброс, перенос на Android. Это новый инструмент, который сильно улучшила сама Apple. Так, по крайней мере, писали блогеры, писал и я сам. Но пришло время проверить, как это работает на самом деле. Мы включаем Android, выбираем перенос с айфона, iPhone просит сканировать QR-код, Samsung нам его дает, но ничего не происходит. От слова совсем. iPhone этот QR-код не распознает. Я попробовал, конечно, все это провернуть несколько раз. Активировал Android, я здесь все обновил, все подготовил, но решение на самом деле банально и на поверхности. Потому что Samsung использует свой инструмент для переноса информации. И поэтому, выбирая его, вы уже прощаетесь с экосистемой Apple. Тут вы выбираете, что перенести: данные, контакты, заметки, фотографии, видео и, конечно, отдельно все приложения. Переносится даже WhatsApp, но вот данные из приложения здоровья, они не перенесутся. В целом Samsung сделала инструмент на 10 из 10. У меня перенеслось, наверное, процентов 90 всей информации. Конечно, случились нюансы с приложениями, куда ж без этого, но за час я перенес с айфона 400 гигабайт на Samsung абсолютно без проблем по кабелю. И, кстати, что вас реально порадует при переносе, это то, что места здесь вообще не жалели. Здесь есть и сим-лот на 2 сим-карты, и поддержка eSIM, так что в любом сценарии вы перенесете все. Но, конечно, надо помнить, одновременно здесь работают только 2 номера. И да, вот то, что вас огорчит при переходе, это то, что в первый вечер вас просто достанет смартфон всякими разрешениями. Дайте разрешение на то, на это. Я тут же пошел в браузер, хотел скачать АПК-шку, а нельзя, потому что надо зайти в настройки, надо это разрешить. А владельцы Android к этому давно привыкли, их это не удивит. Но яблочника это не то, что удивит, это шокирует, потому что это достает, когда буквально каждое приложение просит ваше разрешение. А еще вам придется убрать все лишние языки. С айфоном у нас все просто. Выбираем русский язык при настройке, русский регион, все, у нас русская и английская клавиатуры. Этот смартфон приехал ко мне из Кореи. Я также при настройке выбрал русский язык, но у меня есть русская клавиатура, английская и рядом корейская. Мелочь, нюанс, решается очень просто, но к этому надо быть готовым. Все-таки главный плюс Android — можно скачать все и 10 разными способами. И это действительно так. Рустор ваш главный друг, вашу карту вы легко привяжете здесь к NFC, он тут доступен, будете оплачивать покупки смартфоном, и есть куча магазинов и сторов, в которых масса скама. То есть вы хотите скачать какой-нибудь Word бесплатно, идете, а там 10 разных приложений Word, чуть-чуть разные названия, чуть-чуть разные иконки, вы их скачиваете, и плюс-минус контент одинаковый, но реклама у всех своя. В общем, смотрите, если на айфоне вы хотите купить приложение, чтобы в нем не было рекламы, вы просто отдаете деньги. На Android вы отдаете свое время, потому что приложения не бесплатные, а условно бесплатные. Ну, конечно, есть правильные сторы, в которых все нормально и все это скачивается, но когда вы просто заходите вот оголдело в браузер и, допустим, там Red Dead Redemption хотите скачать, ну, на первой ссылке вас не оно ждет.
Но все это лирика. Реальная проблема в том, что все приложения оптимизированы под такой форм-фактор по-разному. Соотношение сторон внешнего экрана тут комфортное, но нестандартное, он все же узковат. А вот внутренний экран, он уже великоват, и золотой середины какой-то здесь нет. Будет ли все это оптимизировано? Ну, конечно, нет, потому что Android смартфонов много, разработчиков масса, оптимизировать под каждый экран никто ничего не будет, и, наверное, именно поэтому внешний экран работает на одной оболочке, а внутренний на другой. И поэтому, когда вы запускаете игру на внешнем экране, она не растягивается, ей надо полностью выгрузиться из памяти и запуститься заново. И тогда все это будет работать красиво. Такие нюансы. Но это я уже убежал в систему, давайте все-таки продолжим про устройство. Дорогое, защитить надо. Внутренний экран у вас защитить вообще никак не выйдет, приготовьтесь к этому, тут только менять пленку и где-то раз в год. И лучше у официалов она перетирается в местах сгиба. Тут на фолдах все одинаково. Внешний экран вы тоже ничем не защитите, если наденете чехол, потому что чехлы раскладушек имеют защиту шарнира, которая снимает любое стекло за пару дней. Такая инженерная оплошность. Я за 3 недели использования этого смартфона потратил 4500 на стеклышко вот для этого экрана. Все они были прекрасно удалены моим защитным стеклом, моим защитным чехлом, который шел в комплекте к этому смартфону. И экран в итоге остался без защиты и уже расцарапан. 450 тысяч. Уже поцарапаны. Нужен ли вам такой большой и тяжелый смартфон? Это тоже отдельный вопрос. Он весит 309 грамм, и за счет того, что он все-таки тонкий, держать его может быть не совсем комфортно. Режет пальцы. Зато удобно работать с таблицами и большими документами. Вот тут как на планшете все. Вот только одна проблема. Рисовать на нем нельзя. Стилус он не распознает. Многозадачность – отдельная тема. Экран огромный, разместите кучу приложений рядом и работать будете с комфортом. Никогда вот не понимал многозадачность на Android в обычном форм-факторе. Это ж неудобно. Ну, у меня пальцы не жирные, и то неудобно. Здесь совсем другая история. Это ж планшет. И вообще у Samsung куча режимов. Вот обычные окна. А вот мы переходим к рабочим столам, и в формате планшета это действительно хорошо. Ну, конечно, есть и Samsung DeX, когда смартфон становится системным блоком. Вы просто подключаете его к монитору, и у вас уже почти ПК. Сюда же беспроводная мышка и клавиатура по Bluetooth цепляется, и вы работаете. Единственное, давайте сразу, это не полноценный ПК, вы не можете установить там Final Cut, вы не можете установить игры для ПК, все-таки здесь запускаются Android приложения. Работать с текстами, с графикой, с таблицей максимально удобно. Для себя пользы в нем не нашел, но режим 10 из 10. В общем, такой смартфон реально ассоциируется исключительно с работой, но есть нюансы, это фронталка, она расположена справа. Мелочь, совершенно незначительная, но на созвонах удобно, когда она в центре. Именно поэтому все планшеты ее сюда и переносят. Тут же вы смотрите не чуть в сторону, а сильно в сторону. Ну и качество фронтальной камеры позволяет желать лучшего. С учетом того, что сейчас я записываю со студийным светом, ну это, конечно, какой-то позор. Нет, кружочки в Telegram, конечно, никогда не будут так же хороши, как на айфоне, это понятно. Телега больше оптимизирована под iPhone. Но почему Samsung даже за такие бабки не может реализовать какой-нибудь режим в центре внимания, который удерживает ваше лицо? Сделать мне студийный свет. Ну вот как-то с этими кружочками поработать-то. Почему так-то? Вообще давайте поговорим про камеры. Тут тоже есть нюансы. Ультраширокоугольная камера доступна только на 12 мегапикселей. Она уже, чем на айфоне. Там всегда 0.5, тут 0.6. Но тут мощный вообще только один сенсор, основной, на 200 мегапикселей, и он дает 5-кратное приближение. А вот телевик с 3-кратным тут, кстати, тоже имеется, даже со стабилизацией, и всего на 10. Это удивительно, для такого дорогого смартфона я понимаю, что это не фотофлагман, но вы поставили сюда 3 камеры, и в итоге одна на 200 мегапикселей, одна на 12, другая на 10. Да, по-хорошему, для хороших снимков вам нужно иметь еще один смартфон в кармане. Я понимаю, что в таком форм-факторе Apple, скорее всего, бы вообще не поставила камеры. Но вы же не Apple, вы их сюда поставили. Короче, вы должны понимать, отдавая такие деньги, там $3000 за этот смартфон,
камерафон вам все еще нужен. При этом в камере фишек у вас полно, именно за счет форм-фактора. Можно и сразу смотреть снятое, и отправлять изображение с основной камеры на внешний экран, вот только как его закрепить на штативе, вообще непонятно. И, кстати, это еще одна его большая и неочевидная проблема. Дело в том, что вы не можете разместить его на штатив, если только это не штатив под планшет с широким зажимом. И даже если вы его сложите, зажим не рассчитан на такую большую толщину. В машине, когда вы используете навигацию, он также не держится, если вы даже сюда приделаете колечко MagSafe, потому что это маленький, но действительно тяжелый кирпичик. Первый же лежачий полицейский, и он соскакивает с держателя. И это действительно очень странно и неудобно, потому что даже навигацией пользоваться нельзя. Более того, я хочу его использовать как планшет, в машине. И тоже не могу, потому что посередине я же не приделаю колечко MagSafe. Оно посередине будет прямо на экране. Не продумано, это факт. Но, несмотря на это, от смартфона у меня масса положительных эмоций. Например, у Samsung лучшие нейросети для удаления лишних деталей из картинок. Это единственное, чем я в нейросетях реально пользуюсь. Играете вы тут с комфортом, кино смотрите, с соотношением сторон прям ничего себе. Рядом с айфоном это прям вау. Но масса нюансов, конечно, не отпускает, особенно за такие деньги. Да и относится, честно говоря, сама Samsung к своим инновациям, так себе. Например, программу бета-тестирования для S25 Edge и 3 Fold вообще не запустили. Я написал в Samsung, они мне дали официальный ответ. И сказали, да, мы не удовлетворены объемами продаж этих устройств, и бета-тестирование на них будет не репрезентативно. Что тут еще сказать? К нему не готова Samsung, к нему не готовы приложения. Вы не можете повернуть Telegram, хотя вот так он был бы гораздо удобнее и логичнее, при том, что что-то поворачивается абсолютно само. Этот продукт сырой, но пока его улучшат. Я думаю, что через года 2-3 3 Fold от Samsung станет действительно классным устройством. И, к слову, вы должны помнить, перейдя на Android, вы не подключите сюда ваши Apple Watch, и AirPods потеряют всю магию. Знаете, вот это первое подключение, когда вы только кейс открыли, а уже AirPods отобразились на вашем экране. Тут такого нету даже с наушниками от Samsung. В общем, это устройство действительно очень противоречивое и странное, и явно, что не на него нужно переходить яблочнику, но я продолжу искать. В комментариях пишите, какие еще смартфоны взять, и может быть с ними у нас и переход будет максимально гладкий, и экспириенс будет фантастический. Это будет интересно. Пользуйся!